Всем привет! Сегодня речь пойдет, наверное, о самом экспериментальном из всех экспериментальных моих видео. Конечно, если не учитывать тот факт, что это видео будет первым о моих экспериментах. Вообще первым экспериментом была вот эта вот шторка, которую я никак не могу закончить. Потому что ее нельзя за один раз рассчитать на все случаи жизни. Но в данном случае речь пойдет о такой вещи, о которой мечтает, наверное, каждый второй НГФщик – автоподача. В рамках эксперимента я уже сделал вот такой кронштейн. Чисто для пробы. Основная моя цель в данный момент – определить усилия, которые необходимы для автоподачи. Чуть больше конкретики. Очень часто люди ставят на автоподачу привод дворников или хотя бы вот такой привод электростеклоподъемника. Но в данном случае предполагается даже некий батл, потому что у меня есть еще и вот такой двигатель. По разным данным он потребляет от 0,6 до 2 ампер тока, двигатель загадка. А в рамках данного эксперимента я сделал из одного двигателя два путем простейшей муфты, которая установлена вот здесь. И суть вот этого кронштейна как раз и заключается в том, чтобы была возможность установить как один, так и второй двигатель и проверить их усилия. Хотя, честно скажу, что я больше склоняюсь к удобству шагового двигателя. Хотя здесь нужно намного больше электроники. Для того двигателя достаточно постоянного тока и шим-регулятора. А здесь электроники будет больше, и она будет дороже. Но возможностей, в принципе, он предполагает значительно больше. Поэтому в первую очередь я хочу попробовать его. С появлением в моем арсенале ОСП плит практически всегда сверлю без подкладок, прямо в стол. При таком расположении плиты есть свободные два отверстия, и они проходят мимо обычного стандартного стола. Диаметр отверстия тут до 20 мм, ну конечно не насквозь.
Говорят, на НГФ мало ходов, особенно вертикально. Ну да, мало. Пришлось снять одну плиту. Менять цанги очень долго и муторно. Поэтому для сверления, где не нужна особая точность, я, как правило, использую все-таки обычный патрон. Муфта, несмотря на все мои усилия, не соосна. После кучи сборок и разборок уже решил окончательно разбирать эту конструкцию и примерять двигатели от дворников, ну или стеклоподъемника. Пока что выводы неутешительны, этих двигателей не хватает, к тому же они очень сильно греются, буквально за 2 прохода нагреваются градусов до 60-70, поэтому нужно ставить что-то более мощное. А в моем случае что-то более мощное предполагает замену и этого, и самих двигателей, собственно. В итоге получаются очень немалые затраты, а так как я реализовывать на базе НГФ ЧПУ станок все-таки не собирался, смысла в этих затратах особо не вижу. Но в итоге к текущему времени моей попытки демонстрации эта система уже совсем отказывается работать. Судя по всему, я замучил временную муфту, и у них идет рассинхрон шагов. То есть они чуть сдвинулись относительно друг друга. Поэтому двигаться не хочет совсем. Но я вам скажу, что и двигалось-то оно все в довольно небольшом диапазоне. В моем случае где-то 2/3 хода двигались автоматически, но опять же без какой-либо нагрузки от фрезы. Ну, то есть смысла возиться конкретно с этой конфигурацией точно нет.
собирался сделать хитрую конструкцию вот из этого пояска. То есть проточить на фрезере лишнее и оставить пару выступов, чтобы впоследствии эти выступы являлись упорами. Но неожиданно для меня выяснилось, что поворотный стол в данном его состоянии не способен точно справиться, ну или по крайней мере более-менее точно справиться с данной задачей, поэтому решил, что проще будет все это проточить в один диаметр, насверлить отверстие, нарезать резьбу и обычными установочными винтами ограничить ход. Ну, все это будет понятно в будущем. Уже настолько привык отрезать с запасом под зажимку очков, чтобы все проточить с одной установки, то и в этот раз сделал точно так же. Только вот в этот раз можно было как раз отрезать в размер и сэкономить вот эту вот пятку металла. А я все сделал на автомате. Как чистое протачивать не стал, так как мне важна толщина стенки, а наружная часть абсолютно не важна. Основные три базовых детали готовы. В этой части нужно сделать шестигранник вот под этот вал. А в этой части будет переход под двигатель вращающий. Какой именно, пока еще не определился, поэтому не делал. Всего в наличии у меня аж 3 двигателя. Начиная от слабенького со стеклоподъемника. Второй по мощности и размеру это 2101. И третий от неизвестного мне автомобиля. Скорее всего, или УАЗик, или Газон. И, честно говоря, самый работоспособный из них вот этот, потому что он самый новый. И что самое интересное, его проще всего соединить с валом. У него имеется вот такой квадрат, который можно просто вставить в вал и все. Решил доработать еще и вот эту замученную пластину
Она у меня вся сфрезерована со всех сторон. Нужно расточить отверстие под этот диаметр. Для этого нужно выставиться по центру. Использовал вот такую нехитрую конструкцию. Выставился буквально там 2-3 сотки. В данном случае этого более чем достаточно. И сейчас нужно все это растачивать. А расточной головки у меня нет. Из-за этого нашлась вот такая фреза диаметром 25 мм. Отверстие мне нужно как раз в районе 25. То есть нужно попробовать использовать ее. Для начала думаю попробовать, так сказать, на дурака. А вдруг повезет и пойдет и так. Сейчас на частотнике всего 22 Гц. Попробую увеличить обороты, соответственно, частоту. Что ж, все получилось. По мне так вообще отличный результат. Конечно, ей не хватает постоянной подачи СОЖ. В моем случае ее постоянно лить некуда. Деталь имеет некое обнижение с обоих сторон. Поэтому я позволил себе растачивать, расфрезеровать прямо на столе. Переточил вот эти распорки. В будущем, скорее всего, они будут являться направляющими. Для того, чтобы можно было вставить вот сюда большой диаметр. Также пришлось сделать еще и специальные шайбы, чтобы отодвинуть вот эту пластину на 6 мм. Говорят, к хорошему быстро привыкаешь. Как только я не пытался зажать эту деталь в обычных слесарных тисках, но понял, что мне не удастся сделать это, не повредив ее. В итоге принял решение поставить фрезерные тиски, по максимуму закрыть станок и запустить процесс здесь. На удивление ушло куда меньше времени, чем планировал. Вот так это все выглядит. Потратил, наверное, минут 15-20. Вот примерно вот так оно должно будет работать. Здесь зацепление, а здесь нейтраль. Попутно проверю подсказку подписчика по поводу вот этой штуки, точнее разворота основания. В моем случае у меня здесь осталась даже центровка. И, собственно, мне ничего не мешает просто взять и перевернуть для использования вот такого метчика. Так что да, эта идея работает. Вопрос только в том, что гайку сюда не закрутить. А если сделать проточку для того, чтобы ее закручивать, тогда будет мало жесткости. Но для нарезки такими маленькими метчиками, в принципе, ничего сложного. Выкрутить гайку и перевернуть эту маленькую пиноль. Ну а дальше, как видите, никаких проблем. Все отлично нарезается. При этом я использовал обычный ключик. Правда, для того, чтобы все это вот так держалось в вертикальном положении, нужно выточить соответствующе. Единственное, что, возможно, я все-таки добавлю вот сюда небольшую втулку с внешним диаметром 20 мм, чтобы не нужно было постоянно перекидывать цанги 16-ю, 20-ю. Основную я использую 20-ю. Нужно сделать паз для установочных винтов. И по расчету он должен был быть сквозной.
то есть на выход идти. Но я подумал, что если его сделать не сквозным, то это будет хороший вариант ограничителя хода. Поэтому решил оставить один винт установочный. Можно, конечно, вот сюда пересверлить и второй. Но вот этот винт напрочь отказался выкручиваться. А в чем прикол? Я использовал довольно помученный метчик и закручивал его не до конца, чтобы эти винты нельзя было закрутить вовнутрь. Таким образом я получил вот настолько плотную посадку без резьбовых герметиков. Так что в итоге я решил этот винт оставить. Как говорится, пусть дырку на детали закрывает. Нужно просверлить 2 отверстия для фрезеровки. Но ни одно сверло вот в это расстояние уже не входит. Стол сейчас максимально опущен вниз. И тут я подумал, а чем центровка не сверло? Диаметр такой же, 5 мм. А высоты не хватает не от того, что ее прям совсем мало, а от того, что я пихаю сюда такой вот бутерброд. Да и снизу бутерброд из тисков и плиты ОСП-12 тоже немало. В итоге получил довольно странное по форме отверстие, но даже что-то вставляется. На данный момент изначальная цель достигнута, механизм работает, и я имею возможность попробовать в данном случае двигатель от стеклоподъемника. И сразу же скажу, почему я хотел применять именно шаговый двигатель. Я сделал примерный замер скорости подачи, даже без нагрузки на самых минимально устойчивых оборотах. В итоге перемещение равняется вот этим двум рискам. Это 32 мм в минуту. Я думаю, те, кто вникали в скорости подач более серьезных станков, явно должны были заметить, что у них имеются шаги, в том числе в районе 15-20 мм в секунду. То есть вот эта скорость подачи, она уже очень высокая. Но при этом тут же проявляется второй минус. Именно неустойчивая работа на низких оборотах. В случае шагового двигателя всегда будет четкий шаг, независимо от нагрузки и состояния станка. Ну, в том случае, когда есть запас по тяге. Вот так все это движется на минимуме. И можно видеть и слышать неравномерное перемещение. Хотя сам винт я проверял, изгибов я у него не нашел. Возможно, что дело оба в втулках. Здесь, наверное, следует добавить, что некоторое количество подшипников у меня уже куплено. Возможно, в ближайшее время я займусь их установкой. Скорее всего, совместно вот с такими маховиками. Но об этом в будущем. Конечно же, при увеличении оборотов тяги хватает с лихвой. Но нужна ли такая скорость? По моему мнению, разве что для ускоренного перемещения, которое здесь не особо-то актуально. Для того, чтобы закончить муфту, мне еще нужно будет сделать вот здесь канавку и вилку, которая будет все это переключать. Можно видеть, что механизм уже работает, включается и отключается в обе стороны.
но управления им пока нет. Ровно так же, как и нет электропроводки. Пока все питается от внешнего источника питания, хотя у меня уже внутри НГФ есть постоянное напряжение 24 вольта. Ну а на этом, я думаю, завершу текущее видео. Высказывайте свои мнения. Всем спасибо за просмотр. До свидания.